Всем доброе утро. Хотел бы рассказать о конвекторе, который использую для отопления загородного дома. Ноба, называется он NFC 0,7 киловатта, точнее 750 ватт. Значит, это электрический конвектор с электронным термостатом, который позволяет регулировать достаточно точно температуру. Значит, отопитель этот у меня, который в коробке, он третий. Значит, уже установлен такой же отопитель порядка года. И на первом этаже установлен отопитель киловаттный. Эти два 0,7 и 1 киловаттник. Еще 1 киловаттник Electrolux с механической регулировкой, который впоследствии будет меняться на такой же обогреватель. Значит, сейчас будет видно, не будет видно. Регулировка от 5 до 30 градусов у него, то, что нужно. Значит, есть стандарт, можно использовать IP24, это, по-моему, влагозащищенность, вот написано. Значит, можно использовать в ванной, можно поставить на ножках. И он уже имеет встроенный термостат. Если зайдете на сайт Ноба, значит, там не все конвекторы имеют встроенный термостат. Можно выбирать там много систем управления и всего остального. Значит, мы решили сильно не запариваться. Взяли с самым простым электронным термостатом. Выглядит он следующим образом. Вот у него такой вот ползунок. Идет регулировка достаточно точная. Сейчас вот могу показать. На термометре сейчас 22 градуса. Это на подоконнике. Значит, когда градусник стоял посреди комнаты, было 23 градуса. Вот можно посмотреть. Вот чуть-чуть поднимается выше 20 градусов. Все, лампочка загорается. Значит, обогреватель, как и написано в рекламе, бесшумный. Он не имеет швов. Корпус. Вот этот. В отличие от электролюксовского киловаттного обогревателя, этот обогреватель не щелкает ночью. Нету щелчка включения теплового вот этого элемента. И нету щелчков при расширении, значит, корпуса. Я так понимаю, что составные вот части, они начинают при расширении издавать звуки. Вот, в отличие как раз-таки от электролюксовского отопителя киловаттного, который шумит достаточно сильно. Значит, первое время это не напрягает, потом начинает достаточно сильно напрягать. И если у человека сон чувствительный, то он от щелчков вот этих вот температурного расширения, скрежета, он начинает ночью просыпаться. И достаточно некомфортно. Значит, почему отопители выбрали для загородного дома? Газа у нас здесь нету. Есть электричество, есть камин, есть теплые полы, значит, в двух санузлах. Какого-то смысла устанавливать электрический котел особого я не вижу, потому что КПД, как я понимаю, то же самое, что у конвектора, что у электрического котла. Единственное, достаточно, как мне кажется, сложная эксплуатация электрического именно котла. И с конвекторами как-то попроще. Финляндия и Швеция, они, в принципе, живут с такими конвекторами. Вот, может быть, с другими системами управления, потому что здесь нету ночного режима. Здесь нужно только вот включать ползунком и выключать его. Вот. Значит, как сказал, регулировка достаточно точная. Если нужно выставить плюс 5 градусов, значит, можно выставить плюс 5 градусов. И он будет поддерживать во всем доме плюс 5 градусов. Это мы делали с киловаттным обогревателем, который купили, выставляли на плюс 5 градусов. И когда строителей не было, в доме постоянно было тепло. Значит, промороженный дом достаточно сложно разогреть. Это достаточно долго, потому что балки и все, что есть, остывает. Потом это нужно разогреть. Это достаточно долго. С плюс 5 дом достаточно быстро разогреть. Если нужна температура, вот рабочие примерно выставляли его
на плюс 16, плюс 17 градусов, им работать как раз таки не жарко. Значит, на 100 квадратный дом, значит, достаточно хорошо утепленный, утеплитель у меня Минвата 200. И с незаконченной отделкой у меня потребление примерно 1,5-1,9 киловатта в час. Суммарно это по деньгам на данный момент это получается 4, наверное, 6 тысяч рублей. Живем мы первую зиму, поэтому немножко пока не знаем сколько. Если холодно становится, то дотапливаемся камином. Вот. Что еще хотел сказать? Значит, вот этот обогреватель 0,7 киловатта, помещение, в котором он установлен, 14,5 квадратных метров, это мансарда. Значит, с одной стороны 1,7, с другой стороны, значит, порядка 4 метров высота потолка. Достаточно большое помещение. И вот этот обогреватель 0,7 киловатта, он достаточно хорошо обогревает помещение. Значит, сейчас мы пережили только минус 12, по-моему, было. Максимальная, минимальная, точнее, температура. Вот. Было не то, что не холодно, даже жарко. Он работает не постоянно, то есть он включается, отключается. Вот. То есть на 14 квадратов его хватает. Плюс на сайте Ноба есть калькулятор для помещений. Там указываете, по-моему, ширину и длину, и это подобрать можно, он выкидывает. Есть также обогреватели, у них узкие. Вот будем еще в некоторые места ставить именно узкие. Они порядка там 20 сантиметров, то есть они достаточно узкие. Их можно вниз установить, чтобы сэкономить место. Выглядит он достаточно эстетично. Далее будет производиться в доме чистовая отделка, и в принципе они так на своих местах под окнами и останутся. На этом, в принципе, все. Если что-то захочу добавить, доложу отдельное видео, либо попробую как-то дорезать к этому. Всем спасибо. До свидания.